Запись пошла. Сегодня 15 апреля. Денис, добрый день. Рассказывайте. Добрый день. Опять рад видеть вас. Ну что рассказывать? Я Цель и так далее. Ваша цель? Моя цель – это, конечно же, внутреннее освобождение, духовное освобождение. Это как бы самая основная цель. И последние лет 10, наверное, это как бы цель моей жизни. Это внутреннее освобождение, духовное освобождение, чтобы как я сейчас уже на ваших этих сеансах вижу, да, это отказ от всех контрактов, расторжение всех контрактов, исторжение всех интерферентов, отключение от всяких колдовства, магии и прочих подключек, всего, что не мое изначально, не от создателя, как бы, что во мне, а все, что как бы чужеродное, чтобы все это ушло и чтобы осталось только то, что, ну, я как это вижу, это как бы свет Творца в нас, это любовь. Вот. А все остальное, все программы, там, я не знаю, у меня даже вот такое ощущение, что как бы хочется вообще от всех программ избавиться, хорошие, плохие, там эти космические войны, ангелы, архангелы, лишь бы осталась только любовь. Вот у меня как бы такое вот какое-то внутреннее ощущение, лишь бы быть человеком. Вот, это самая основная цель моя. И, конечно же, если вдруг это удастся свершить мне, освободиться от всего от этого, хотелось бы свою семью, самую близкую, то есть это моя жена и мои дети, тоже детей, если я могу как бы взять ответственность на себя и их почистить, ну, помочь им очиститься и как бы дать информацию. Старший Глеб, ему 9, и младший Иван, ему 4. Продолжайте. Вот, супруга моя Елена, ей как бы, понятно, я не могу вторгаться в ее поле, но если она хочет принять, то дать ей как можно больше информации об освобождении ее собственным, как ей прийти к этому. То есть хочется вот у меня просто по жизни так было, что я приходил к этому состоянию уже несколько раз, как я это ощущаю, но потом как бы опять меня затягивало, видимо, все эти, потому что, как бы, я не знаю, вот эти все отключки, наверное, как бы они оставались, и это быстро меня втягивало опять, но тут еще, когда, как бы, к этому состоянию я приходил, у меня было ощущение такое, что, ну, в каком-то смысле одиночество большое, потому что в таком состоянии очень сложно найти человека, который бы тебя понял. И вот поэтому мне очень хочется, чтобы вот моя близкая, мое ядро, так сказать, семья, это жена и дети, чтобы они как бы, чтобы мы были вместе все как бы в этом, ну, чтобы я поэтому, наверное, и чувствовал, что вот я обычно после этого как бы шел к каким-то целительницам, там, целителям, потому что мне хотелось найти именно того, кто бы меня мог понять. Понимаете, да? То есть меня хоть с кем, чтобы я смог поговорить, как бы, ну, по душам, так сказать. Вот так вот. Вот. Ну, что еще я могу сказать? А вот еще я там вам писал много всяких, там, позвать того, позвать всего. Там, в принципе, это все настолько второстепенно. То есть основное, конечно, это собственное освобождение. Единственное, если все пройдет хорошо, и если это удастся, то вот мне почему-то пришло еще жена моего брата двоюродного. Она что-то у нее, вот она все время, Люба ее зовут, она
такая добрая женщина и всю жизнь как бы работала и была такой веселой и отзывчивой. И когда пришло ей время пойти в пенсионный фонд, потому что она на пенсию переходит, и когда она в окошко услышала, сколько ей начислили пенсии, для нее, ну вот как мне сказали, для нее это такой какой-то шок был одномоментный, что ее там как будто вот прострелило, и с тех пор она как бы, это я даже не знаю, какая-то болезнь, говорят, доктора даже ничего не могут сделать, это как отмирание отмирание идет клеток мозга. Вот, и то есть она как-то стала как, ну, как, я не знаю, как мумия ходячая. То есть она настолько больной человек стала, хотя она добрый, конечно, осталась и это, но очень тяжелое состояние. Вот если вот будет возможность, может посмотреть и как-то, я не знаю, может ей самой дать информацию, что это и как это, и вообще какая причина была. Вот. Ну, я думаю, что это вот именно такое резкая подавленность, то есть она так резко свои вибрации потеряла, что какой-то пробой в ней произошел серьезный. Вот. Так вот. Так, что еще я хочу сказать? Не знаю, я как бы, вот я говорю, последние 10 лет вот уже и живу как бы этим, чтобы вот прийти к этому освобождению духовному. И, в принципе, все свои жизненные как бы грехи, так сказать, или то, что я сам в себе как бы нашел, то, что мне не нравилось, как я поступал, я, в принципе, осознал это все. И как бы у кого я мог, у всех я попросил прощения, там физически и мысленно, да. Вот, я просто думаю, сейчас мне стоит вам все это рассказывать или нет, потому что я вроде как бы это все осознал, и вот такой еще Ну, вопрос. подробно все, я думаю, не стоит. Вы тут написали. Что единственное, я хочу спросить по поводу шаманов, вот ваших наставников. Вот, Вы как да, к этому давайте. относитесь? Давайте вот, да, несколько моментов, к которым я как отношусь, потому что, да, это и вот я написал и про религиозный вот этот эгрегор, да. Сейчас я вам немножко объясню, откуда все это берется. Я как бы с детства как бы был довольно-таки, я считаю, свободным внутренне, да. Меня вот это вот все как-то оно не притягивало, я как бы жил свободно довольно-таки, и когда даже время пришло, когда опять в России я, видите, в семье педагогов воспитывался, да, и у нас как бы этого религиозного ничего как бы не было вообще. Вот, там даже у бабушки спрашиваешь, бабушка, ты там веришь в Бога? Она говорила, нет, мы как бы и дедушка там и верили в природу. Так, ну, вот так они говорили. То есть у нас, я говорю, вот когда даже время пошло, как бы даже люди начали все опять креститься там, вот это все начало возрождаться в России. Или это советское время, еще конец советского времени был, я не знаю. Вот, я как бы... они меня как бы не отторгали, ничего, меня это отторжение я никакого не чувствовал, но я и не тянулся к этому особо, да. Вот, но потом как бы вот интересные моменты произошли в жизни. У меня вообще вот это все самоизучение началось, наверное, с книги Успенского, я не знаю, слышали вы такого, Петр Демьянович Успенский, там «В поисках чудесного» книга такая была. Вот, это я еще в институте начал ее читать, эту книгу. И там очень как бы совершенно другой взгляд как бы на то, что такое человек и что такое жизнь. И вот и там была такая практика, как бы включение внутреннего смотрителя. Ну, сознательная практика, при которой ты как бы сознательное какое-то делаешь усилие над собой, и ты можешь включить внутреннего смотрителя, который как бы тебе, собственно, и покажет разницу обычного состояния и состояния необычного сознания. Вот, я однажды на работе практиковал это сознательное, ну, прямо работая, сознательно как бы думал над этим. У меня, я так полагаю, включился вот этот внутренний смотритель, и я ощутил сразу себя совершенно по-другому. То есть состояние было как бы очень интересное, и одновременно появилась какая-то суперинтуиция. То есть я
мог, не поворачивая головы, знать все, что вокруг происходит. Вот, и я подбежал прямо на работе к моей тогда девушке, моя, которая была Оксана, ее звали, и я, глядя на нее, потому что она знала, что я вот это читаю, и я рассказывал, что я читаю. Я ей говорю, вот, я говорю, я проснулся, я открыл вот это состояние, и она начала плакать, глядя на меня, говорит, у тебя глаза, говорит, не твои, говорит, вернись, пожалуйста, назад, нормальное состояние. Вот. Хотя я при этом себя очень хорошо чувствовал, но вот это ее отношение к этому, оно как бы, да, я как бы согласился ради нее как бы вроде как это состояние в себе притушить. Но даже когда я его притушил в себе, это состояние в течение там последующих пару дней, у меня энергии было очень много, и у меня интуиция оставалась, то есть я еще, вот говорю, все ощущал, что вокруг происходит. Вот, как бы с тех пор я как бы... и что началось тогда, интересно, вот прям буквально, наверное, через неделю после этого, да, ночью, собственно, ко мне стали приходить какие-то нехорошие сущности. То есть мы лежали в кровати, и я вдруг проснулся, и я услышал, что в соседней комнате почему-то работает там телевизор, или свет горит, кто-то разговаривает. И я ей говорю, а мы что, телевизор-то не выключили? Вот, а она говорит, вроде все нормально, ложись. И я вроде лег, я так точно не помню, что происходило, но когда я лег, я смотрел в дверной проем, и я вдруг увидел, как ко мне идет кто-то. Ну, такой, как, я не знаю, дух, не дух, прозрачный, высокий, худой. И вдруг он меня взял и начал стаскивать с кровати. Я, конечно, орать стал как мог, там я сопротивлялся как мог тоже, но... И потом, я не знаю, что произошло, ну, короче, я утром, когда проснулся, я у нее спросил, она, оказывается, ничего не слышала, ничего не знает, она спала нормально. Вот, для меня это был такой, ну, это вот шок очень сильный для меня был. И потом очень часто ко мне стал приходить вот эти вещи, то есть, ну, в последующих случаях, да, еще потом, в следующий раз пришел, я даже почему-то, когда меня опять начали стаскивать с кровати, я прям пытался уцепиться за кровать и кричал, и даже начал свою вот эту подружку подсовывать им, чтобы лишь бы меня не забрали. Но потом все время как-то, я не знаю, как я засыпал в итоге, ну, и потом, впрочем, ко мне вот эти вот сущности стали довольно-таки часто приходить, и я просто, когда они стали приходить, меня просто парализовало, то есть парализация сплошная, я не могу ничем не пошевелить, и страх очень такой глубокий и очень прям пронизывающий, вот. Вот, это об этом, да. Дальше я начал как бы искать себя дальше и начал всякие вот эти вот психологические, я не знаю, слышали вы этого человека, как его, Энтони Роббинс, такой американский. Там он собирал тоже эти... Да. Да, он собирал очень большие толпы. И я вот поехал на его семинар в Рим. И там был такой, ну, крупный семинар, я не знаю, там, человек 5 или, может, больше в одном зале собираются. Этот семинар там в течение нескольких дней проходит. Вот там по огню ходили мы. Ну, и там всякое такое, на достижение целей. Просто там, я почему начал об этом говорить, тоже интересный момент был. То есть, когда в зале было очень много, ну, все вот эти вот 5000, я не знаю, человек, в какой-то момент они включили какой-то звук, и мне кажется, это очень какие-то низкие вибрации. То есть свет в зале был выключен, темно, и вот когда включили вот этот звук, очень такой подавляющий, как бы, вот ощущение, люди начали кричать там, я вот тоже чувствовал очень-очень сильно такое подавленное состояние, очень тяжелое. То есть вот я просто об этом рассказал, к тому, что, может быть, в этот момент тоже что-то могло как бы проникнуть внутрь. Вот. Дальше еще. Сейчас мы просто потихоньку придем к шаманизму, это я веду. Я не знаю, может, я слишком подробно рассказываю? Вы скажите. Можете короче просто, чем занимались, вот, и как вы к этому сейчас относитесь? Ну вот.
сейчас, собственно, вот я просто к чему. Вот когда я потом поехал еще на большом теплоходе, я поплыл в такой круиз. А этот теплоход, он там полный гуру всяких, там йога и так далее, и медитации, и все, и вот каких-то колдунов и так далее. Это я плавал по Карибскому морю. Там от Луис Хей был какой-то такой. Вот. Просто там первый раз я вот столкнулся, что такое вот этот вот регрессивный гипноз, потому что там какой-то опять американский какой-то вот этот вот человек был, который очень сведущ в этой теме, и он собрал, да, человек нас 30 там, был семинар вот в этом зале. И когда, собственно, он сказал, ну, объяснили, что вот сейчас будет такой общий гипноз, и вы можете посмотреть, как бы вы попасть можете в свои прошлые жизни и посмотреть, и если что-то вам не нравится, там можно изменить, как бы это может на вашей судьбе отразиться. Собственно, когда в гипноз погрузились, да, он сказал, посмотрите, кто вы в жизни, там я увидел, ну, типа, я не знаю, капитан какой-то на корабле. Он говорит, теперь вернитесь в в момент смерти и посмотрите, как вы умираете. Вот я когда в момент смерти туда попал, там, да, я капитан, лежу один в кровати, и, может быть, даже на этом же корабле, и я умираю, я понимаю, и вокруг нет никого. И, ну, вроде, этот человек говорит, что вы хотите изменить в этой ситуации? Я вроде попросил изменить, чтобы я вот так не умирал в одиночестве. И я там увидел, да, как я умираю, теперь вокруг меня семья, там внуки, дети, я не знаю, ну вот так вот. Вот, просто сейчас я приведу к тому, наверное, к христианскому эгрегору, откуда он мог взяться. Потому что он говорит, опустись в следующую, там, в жизнь, дальше, в свою, еще дальше, там, реинкарнацию. И посмотрите, кто вы там. И я увидел, ну, что я стою вот где-то то ли в палатах в каких-то, то ли ну, в каком-то помещении, каменные стены. Я в таких сандалиях, как бы, я не знаю, греческие какие-то сандалии, белые какие-то одежды на мне. Вот. И он говорит, теперь перенеситесь в момент смерти своей и посмотрите. И когда я перенесся в момент смерти, я себя увидел висящим на кресте. И говорит, как вы умирали? И я вдруг увидел, когда я умираю, вдруг взрыв происходит, такой огромный, как ядерный взрыв, атомный взрыв. И волна пошла такая по всей земле. Вот. Вот. И у меня вот в сознании почему-то отложилось, что после этого, после вот этого, уже Земля никогда не была такой, какой она была до этого. Вот. То есть, когда мы потом из гипноза из этого вышли, я потом с этим человеком у него спрашивал, что это, ну, как он может это объяснить, и он говорит, что это, возможно, какие-то вот культурные слоения. Но я вот сейчас, слушая все ваши вот эти вот сеансы, я думаю, что когда это был коллективный такой гипноз, вполне возможно, это тоже использовалось, чтобы какие-то людям насадить какие-то идеи, как бы внедрить. То есть вот такой вот момент. Вот. Ну а дальше, собственно, как я после этого, да, меня все еще тянуло как бы к внутреннему освобождению, и я в интернете, мне попалось, что проходят обряды. Очень многие люди с многих стран проходят обряды с лекарством, называемым айуаска. Я не знаю, вы слышали или нет. Да. И что вот эти обряды, они проходят там в Перу где-то еще. То есть, и когда я услышал референсы от людей, кто прошел, они говорили, собственно, что меня притянуло к этому, что люди говорили, что когда они проходили этот обряд, они как бы сталкивались со своей темной стороной, со своими страхами, и как бы их как бы переживали, ну, проходили через свои страхи. И таким образом они освобождались от внутренних страхов подсознаний, которые им мешают как бы по жизни вести, ну, свою жизнь, да. Вот это меня как бы притянуло, то есть я хотел вот это вот освобождение от внутренних каких-то страхов, которые могут быть в подсознании, чтобы избавиться. И вот я начал искать тогда, как я могу попасть на такой обряд. И живя в Ирландии, я как бы ближайший нашел человека в Англии.
через интернет, что я могу поехать в Англию и пройти такой обряд. Собственно, я, да, списался, я назначил сеанс и приехал на обряд. И вот этот обряд, как бы это ночь, как бы первая, я бы так сказал, она перевернула мою жизнь с ног на голову. Потому что я не ожидал как бы увидеть то, что я увидел, и пережить то, что я пережил. Вот, собственно, ну как если это, так сказать, как бы, чтобы особо не углубляться там далеко, вот я не знаю, вы же в курсе вот работы Ильи с Моной, вот, и я, собственно, да, через, именно я думаю, что через Илью я как бы на вас и попал, потому что как бы вот их эта работа, она очень срезонировала, да, со мной. Я как бы начал вот тогда это. Просто если по-ихнему, вот по ихней работе, как бы как аналогию провести, то можно сказать, что вот на первом сеансе, на моем с шаманом, я как бы был в том месте, которое они называют генеральный штаб, как бы, вселенский. То есть вот туда я поднимался. Вот. И оттуда перспектива, конечно, на жизнь совершенно иная. Вот. Собственно, из тех, когда я вернулся с этого обряда, как бы, ну, опять в свое тело, так сказать, вернулся, и я там потом в течение недели еще мог видеть, как бы, духи в людях, как бы, ну, так прям, как это, я все это мог ощущать. Вот, и потом опять, видите, я когда вернулся, и в Ирландии я в течение первой же недели опять пошел к целительнице, потому что мне нужно было с кем-то. Я говорил с людьми вокруг, там, с братом, с другими знакомыми, но они как бы меня не могли понять, и поэтому я искал, с кем я могу еще разделить вот это вот свое как бы видение. И да, когда я встретился вот со второй целительницей, Мэри ее звали, Мэри, вот она как бы, да, мы с ней очень как бы понимали друг друга. Вот. Но как бы, собственно, с тех пор вот это мое отношение к шаманизму, как бы я, ну, вот это вот женщина-шаман, с которой я вот этот обряд прошел, она как бы, собственно, стала моим наставником в шаманизме, потому что я сам попросил, ну, учиться, потому что то, что я пережил, я хотел как бы в каком-то смысле, чтобы я мог это показать другим людям. Вот, и опять-таки, что она, чему она меня учила, я вот даже до сих пор я рассматриваю это как положительное, потому что чему она меня учила, это, собственно, находить в себе вот эти моменты, самому идти в своей жизни назад, находить все моменты, которые я сам в себе прячу, то есть какие-то, какие я считаю темные моменты в моей жизни, чего-то. И она вот как говорила, когда ты открываешь свои слабости на публике, как бы эта энергия тебя оставляет, ты ей как бы силу у нее забираешь. Если ты прячешь что-то в себе, то ты держишь это в себе, и это тебя контролирует. А когда ты открываешься, тогда это уходит. Все, вот, собственно. Ну, с тех пор, видите, я Денис, очень... Ага. Денис, скажите, а вы готовы сейчас отказаться от этих практик? Я уже, собственно, да, я вот когда начал смотреть все эти ваши сеансы, да, собственно, я и как-то у меня само собой сложилось, что я, да, я как бы отказался от этого. У меня нету, у меня нету, я считаю, привязки к самим практикам как таковым, ни к шаманам, ни к религиозным никаким практикам. Но у меня вот какая-то вот привязанность именно к свободе, понимаете, к ощущению внутренней свободы, вот к чему. Я вот от него не могу отказаться, от веры в то, что мы как бы свободны, вот. А от всех практик, да, нет проблем, понимаете? Понимаю. Вот. Самое главное, чтобы вы это осознали. Не, понятно. И вот относительно, просто последнее добавлю, относительно христианского эгрегора, да, и относительно, да, я, кстати, я покрестился уже после того, как я с шаманизмом начал иметь дело, то есть после там обряда шаманского какого-то там, я пошел и сам покрестился, да, и
при крещении как бы у меня вот это вот, знаете, внутреннее состояние такое было, что я не прошу там помощи у кого-то, у чего-то. У меня именно крещение вот для меня было как, это как заявление такое открытое, то, что я отрекаюсь как бы от греховной какой-то стороны своей жизни, понимаете? Вот поэтому для меня до сих пор я не чувствую никакой привязанности к религиозному эгрегору. Я не хожу в церковь, я там никакие обряды там не делаю церковные. Но вот у меня вера в то, что... Ну, вера вот в Создателя, да, и вера в то, что мы дети Его, и мы светлые. Вот она у меня есть, и как бы я не могу отказаться от того, что мы свет, от того, что есть Творец, свет, любовь. Понимаете? Вот у меня в чем. Поэтому вот я даже там, когда вам писал, я не знаю, как мне отнестись к моему крещению, потому что я как бы его как-то не ассоциирую с привязкой. Но если, опять-таки, если вы посмотрите, там, если моя энергетическая там сущность говорит, что да, это привязка, то, конечно, я готов отказаться. И у меня, то есть я не хочу держаться ни за какие привязки, ни за какие вообще. Хорошо. Понимаете? Да. Ну, то есть нет проблем. Хорошо. Ну что, тогда давайте начинать. Давайте. Хорошо. Отключите, пожалуйста, микрофон. Мгм. Готовы, Вика? Мгм. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. Так. 4. 3. 2. 1. Что ты видишь? Где ты находишься? Сначала я видела картину, а сейчас все как-то потемнело. Я видела, как земля так внизу, такой шарик, а сверху такой большой крест, а на кресте человек. И Так. я увидела, как Первотворец вот так закрыл глаза и отвернулся, как будто бы, как делает человек, когда ему больно. Угу. А потом вот с сектора интерферентов оно идет такая, как покрывало сейчас черное. Так. Хорошо. Давай попробуем так. На счет 3 наше рабочее пространство очистится от всех эфирных ловушек, кривых зеркал, искажений, морока, от всех защит на снятие магии и колдовства. Ты будешь считывать только истинную и правдивую информацию. 1, 2, 3. Да, я вижу, что пространство почистилось. Где-то 5 этих
шариков вот у него Мгм. защиты. Теперь на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Дениса. Денис. 1, 2, 3. Я его вижу. У него защитная сфера большая, светящаяся. Но я вижу, что там или трафарет, или какая-то сущность есть. Мгм. Это сущность, которая стоит перед ним и считывается. Он сначала был большой и был похож на, ну, вот как какого-то черта или дьявола рисуют. Мгм. Так. Ты можешь считать эфирное ДНК Дениса? Но эта сущность, она так уменьшилась. И то, что я вижу большой крест и человек на нем, и такой черный венок, почти черного цвета. Из сектора, у него венок на голове, такие колючки, и идет подключка в сектор жертвоприношения, привязка идет к этому венку, Мгм. и потом идет в сектор магии и колдовства. И я вижу, что у него идет такая подключка, у него грудь как будто бы рассечена в двух местах. У него вот здесь как будто бы топором в груди, в сердечную чакру, и в грудь вставлена такая черная, она считывается как плотная и такая круглая, вот как змея даже, вот такая подключка толстая. И также я вижу, что у него чуть-чуть сбоку и ниже рана. Так. Сейчас я вижу, что одновременно у него руки связаны перед ним толстыми веревками, и веревки тянутся. То есть он как будто бы не висит на этом кресте, а вот как-то и крест, и он одновременно. И эти веревки тянутся в сектор интерферента. Мгм. И какие-то слои считываются. Многослойность какая-то эфирных тел. Мгм. А ты можешь поговорить с Денисом? Он тебя слышит? Я хочу считать его эфирные ДНК сначала. Да, это он. Мгм. Он вот как будто бы он прибит на этом кресте. И голова у него вот так в левую сторону у меня. А когда он открыл глаза, то у него глаза
можно сказать, лучистые очень. Лучи пошли. Глаза такие голубые, голубые. И такие искрятся. Один раз такие глаза видны. Мгм. И с них как лучи такие пошли. Спроси у него разрешение на работу с ними для него. Да, он разрешил. Хорошо. Сейчас Спроси. проявилась у него колдовская метка во лбу. И вот так к рукам, от лба к рукам и к ногам. Он как ромб зафиксирована его эфирная часть. Мгм. Понятно. Спроси у Дениса, он видит, что происходит в его пространстве? Он говорит, что он видит и знает. Так. Он это Он осознает? говорит, да, он сказал этому, как-то интересно так сказал, этому должно или это должно, но он сказал, этому должно случиться. Что должно случиться? Ну, то, что ты спросил. Мгм. Хорошо. А спроси у него, как он оказался на этом кресте? Он сам или его кто-то ему помог? Нет, он говорит, что его распяли. Кто? Он показывает к левой ноге, и там такие люди ходят, они в белых таких одеждах, и у них на головах такие черные повязочки с такими черными кубиками, и он на них говорит фарисеи. Алексей. Так. Вика, как ты видишь, тогда с этого и начнем, да? Как тебе приходит? Не знаю. Мне, Давай тогда с этого начнем, с креста. мне кажется, что вот самое первое, оно выходит Так. как-то неестественно, и он показывает вот этот ромб. Он соединяет третий глаз, потом руки, у него вот здесь такие черные, как раны, и к ногам. И на ногах тоже как будто у него э, рана одна, ну, я не знаю, как это, ноги две, а рана на них одна. Я понял. Мгм. Я понял. Хорошо, давай так. Приказываю ответственному за этот ромб появиться. 1, 2, 3. Сейчас в секторе колдовства появилась какая-то сущность, и подключка от этой сущности в сектор интерферентов. Сущность большая, черная. Да, это эта сущность, которую я видела, как представлялась как дьявол. Мгм. Вот. И
Я приказываю принять форму в соответствии с его ДНК. Закрываю его банкой, потому что он пытается снять запрет. То есть Хорошо, закрой банку и с отражателем. Отражателем тоже накрой, чтобы не мешало. да, я снимаю запреты на снятие колдовства и все эти программы. Я На счет приказываю это произойдет. сущность. 1, 2, 3. Сняли запреты? Да, там появился в этой банке рептилия. Хорошо. Спроси у этой И Да, говори. мгм. Хорошо. Спроси у рептилии, что он делает в пространстве Дениса. Я вижу, что мне приходит, что это этот колдун с Аяваски. Мгм. Он что-то связывает, веревки на руки ему накладывает. Или поправляет, как будто бы у него были эти веревки, а он их поправляет. Тоже завязывает. И вот этот ромб как бы усиление этой программы, этого креста, потому что он каким-то образом тоже связан с этим крестом. Мгм. И он говорит, что он себя сам убил. Мгм. Он его как-то называет на букву А. На счет 3 тебе четко придет, как он его называет. 1, 2, 3. Не приходит? Э, У него как бы несколько имен, и они друг так идет 3 имени. Сначала вижу букву потом как-то затерто какое-то имя. Андрон. Потом идет Ра. Просто Ра. Мгм. Вот как-то так. То ли Хорошо. Андрей, то ли... Ну вот как-то... И картины идут, их много. Но я вижу этого человека при жизни. Он стоит ногами, он такой большой, и он стоит ногами. Как бы мне приходит, где Турция, и руками вот так вот раскинут. Там, где вот я слышу, как Россия. Вот. Хорошо. Спроси у Дениса, видит ли он, что у него там Ну это, какой-то да, Россия слышу. Я вижу Россия, она пишет Ра. Снова вот это Ра приходит, Россия. Мгм. Ну вот как-то так. Но оно затерто. Вот вижу такими, как такие кружочки.
как будто бы луч, а остальное вот такое размыто. Мгм. Или осеннее, когда я поворачиваю. Хорошо. Вика, отсоединись от этой ситуации. Спроси у Дениса, видит ли он, что произошло после его такой практики, как айаваска. Что колдун у него какой-то. Да, Он хочет от этого это, избавиться? да, я вижу, что этот колдун, он вызывал духов, и он прикидывался светлым. У Мгм. него сверху такая, вот это идет этот образ снова вот этой 4D матрицы, черно-белый цвет, то есть внутри черное, сверху оно как будто бы побелено белым. И я вижу, что эти слова он говорит, обличает эту систему этих паразитов. Он говорит, что черное спрятано внутри, прикрывается светом. Мгм. И показывает такую, как склеп, где хоронят людей. Они белые, а внутри это энергия смерти, разложения, и там все черное. Понятно. И он говорит, что этот мир похож как это. Мгм. Но он вот так смотрит, и сразу эта вот штука, оно как веревки уходит с него. Это мед, как вы сказали. Он говорит, это не мое. И Мгм. оно уходит к этому колдуну. Этот колдун собирает вот так вот этот. И у Хорошо. него такой появился, он выплевывает, как бы у него изо рта выходит такой какой-то предмет, как будто бы беленький. Корень, какой-то корень. И он дает это этому колдуну. И эта вся вот штука, эта конструкция уходит к этому колдуну. И этот колдун тоже уходит в сектор интерферента. Он исчезает. Мгм. Отлично. Пусть Денис достает из своего тела какие-то крючки, если есть зацепки. Все вытаскивает и выбрасывает. Да, это его желание быть свободным. Жажда свободы. Мгм. Хорошо. Так, что ты дальше видишь? Следующее, что тебе приходит? Нужно убирать. Сейчас он показывает на сектор жертвоприношения, но сейчас он так выглядит, как будто мы переместились в какое-то космическое пространство. Я вижу, что
Земля очень куда-то уходит, она уже почти как точка. Мгм. Что там происходит? Мы переместились, я сейчас 225 уровень. Мгм. Хорошо. Так, венок у него на голове есть? Да, есть, и он связан и с сектором подписания контрактов, и с сектором жертвоприношений. Хорошо. На счет 3 приказываю ответственному за этот венок появиться. 1, 2, 3. Какой-то человек появился. Он идет так на корточках, считывается энергия какой-то подлости. Как-то он ехидно так смотрит, и считываются энергии. Он улыбается как-то так странно. Предательство. Угу. Хорошо. Спроси у него, это он венок Денису на голову нацепил? Нет. От этого человека идет такая подключка, как лед, леденящая подключка в сердечную чакру. И эта энергия как будто бы рану он сделал топором. Угу. Он как инструмент, я слышу, он инструмент. Я хочу посмотреть, что он сделал. На счет 3 ты увидишь, что он сделал. 1, 2, 3. Я вижу, что он показывает. Вот так стоит и показывает пальцем. И когда он пальцем вот это сделал, показал, он в этот момент был очень, этот человек, сейчас я вижу, там он называется Иуда, и он показывает на этого человека, его сейчас называют Иисус. Была у меня такая мысль. Хорошо. Так спроси у этого Иуды, зачем он это сделал? Чтобы пробить энергосферу. Он пробивает энергосферу у этого человека. Как-то этого человека, как его зовут, то ли Андрон, то ли Аарон, звучит как-то не по-нашему. Как Аарон, по-моему.
Так. И он говорит, что нужно было пробить энергосферу и изменить механизм, что-то изменить. То есть сломать, он показывает на Первотворца и говорит изменить план Первотворца. Так. А какой был план Первотворца? Этот Аарон не должен был умереть. Он должен был, я вижу, он должен был стать царем мира. Я вижу, как его энергосфера должна его, как бы внутренняя суть должна была слиться с душой планеты Земля, и он как бы вот так вот всю планету берет в свою энергосферу. И также я вижу, что он должен был защитить нашу планету. Вот сейчас появляется от сектора интерферентов такая черная, как огромный шар. И такая, как портал, такой черный туннель. И такая, как сила удара, вот считывается как стрела. То есть он должен был защитить Землю от этого удара? Этот удар уже был, он должен был защитить, да. От поглощения, я слышу от поглощения тьмы. Это было 1000 лет назад. Угу. Хорошо, понятно. Спроси у Дениса. Он видел эту ситуацию с этим Иудой? То, что мы сейчас разобрали. Да, сейчас я его вижу, он одет, у него такая одежда царская, у него шапка такая, что-то красное здесь, белое, красное. Он выглядит как царь. И почему-то это такой большой храм. Царьград. Стамбул. Угу. И я слышу царь Ра. Еще раз, как царь? Царь Ра. Написано там. Угу. И у него много имен, может, не знаю почему. И Радомир тоже. И когда он жил на земле, радость большая была. Угу. И люди ликовали. Когда они видели, его энергосфера вот покрывала большие территории. Больше, чем одну страну. Это его энергосфера.
Да, просто огромное. Хорошо. Что Денис хочет сделать с этим Иудой? Сейчас я вижу, что это не приходит, это сатанинский план, и они перевернули. И в энергосфере вот этот образ, эта энергия дьявола. То есть они приписывают этому светлому человеку, они приписывают ему, что это его, вот эти черные энергии, что это он, дьявол. Идет искажение очень сильное его личности. Мгм. Понятно. Спроси у Дениса, что он хочет сделать с этим Иудой. Я вижу, что он достает эта конструкция Мгм. от этого Иуды, такая идет леденящая такая подключка, но Денис ее вытаскивает из груди, рана заживает, и это такая конструкция, которая уходит и такая как черная, огромная, она уходит и в сектор первоисточника, как-то к первоисточнику. Вот такая идет, как будто, сейчас я посмотрю, что это такое. И в сектор интерферента, и оно похоже на арбалет. Мгм. А какую роль оно играет? Почему к первоисточнику? Также я вижу, что он показывает нас вот здесь сектор, это у него с правой стороны, сектор принесения в жертву. И вот эта конструкция, она похожа как будто бы вот здесь, как стрела, а вот здесь вот так вот возле груди такой вот этот огромный конструкция этого арбалета. А стрела вот так прямо сюда в грудь. И эта конструкция, она тесно связана с сектором принесения в жертву. И как бы эта конструкция вся связала руки этому человеку. В том смысле, что они его воплощение. Я слышу, что они прекратили его воплощение как Бога или взяли под контроль. Мгм. Они связали ему руки в свободе его выбора. Так, хорошо. Спроси у Дениса, видит ли он все это, что с ним сделали? Осознает ли он это? Да. Так. Пусть он тогда достает эту стрелу, всю эту конструкцию, отдает тому, кто ее ему поставил. Но я вижу, что он
каким-то образом идут такие картинки, он меняет события каким-то образом. Пусть И покажет. я ви- Мгм. Сейчас я вижу, что там какая-то комната, и это почему-то похоже на такая комната, там бочка стоит такая на первом плане, я вижу. И оно почему-то похоже, как какая-то закусочная или бар. Там люди собрались, но дверь закрыта. То есть это какое-то собрание людей. Они пришли как на ужин и закрыли дверь. И он как-то меняет эту ситуацию вместо того, и он встает и уходит. Он вот так вот, как бы крадучись, уходит с этого места. Он выходит через заднюю дверь, и какой-то Симон его ведет через какой-то сад, вводит его отсюда. И они потом садятся на лодку, и по такой реке плывут, широкая река. И он перебирается на другой берег. И он перебирается на другой берег, там, где стоит дворец. А там, ну, может, нам не нужно туда дальше идти. Короче, он изменил эту ситуацию. Хорошо. После изменения этой ситуации, что поменялось в его энергосфере, в его пространстве? Вот эта конструкция, она как-то вот так рассыпалась. Так. Хорошо. Как сейчас выглядит его эфирное тело? Но сейчас он такой большой, и у него вот здесь так вот светится очень сильно. Как бы область третьего глаза, наверное. Угу. Это все такой свет идет. Что ему мешает сейчас? Он говорит смерть. Смерть? Ложь. И он показывает на сектор подписания контракта. А вот эти люди, они стоят в секторе магии и колдовства. То есть я вижу, что он принес в это воплощение, все идет с прошлых воплощений. Я не понимаю, почему вот это все так. Хорошо. Тогда давай мы пойдем в сектор интерферентов. На счет 3 приказываю всем интерферентам Дениса появиться и рассесться по банкам. 1, 2, 3. Я вижу, что у него нет интерферента. У него есть только сектор магии и колдовства. И вот эти фарисеи. Так, фарисеи. И сейчас я вижу, как
первоисточник вот, открывает как будто бы шалаш какой-то и говорит, что он спрятал сына своего до времени. Это время пришло? Да. Хорошо. Так, спроси у Дениса, когда, пусть покажет, когда эти фарисеи появились в его пространстве в самый первый раз, первый момент. 1, 2, 3. Ну, это связано с детством. Разные картины идут. Он в каком-то храме. Похоже на такой круглый храм. Вероятно, нужно идти, когда появился этот сектор жертвоприношения, и что там происходило. Угу. Когда они, наверное, распали, да. Пусть Денис покажет, когда у него появился сектор жертвоприношений, этот момент и ситуацию, в которой это произошло. 1, 2, 3. Сейчас пошло такое затемнение, нужно почистить пространство. На счет 3 наше пространство очистится от всех эфирных ловушек, кривых зеркал, искажений, морока, от всех защит на снятие магии и колдовства. Ты будешь считывать только истинную и правдивую информацию. 1, 2, 3. Сейчас проявились интерференты, они интерферируют у него, то есть я не вижу каких-то подключек, только есть конструкции. От сектора интерферентов идет в сектор подписания контрактов, потом проявляется снова эта черная конструкция на голове, идет к фарисеям и тоже замыкается, и получается какая-то геометрическая форма. Какая это форма геометрическая? Шестиугольник. Я вижу, что здесь замешана астрология, как-то какие-то квадраты в квадратах, квадраты в квадратах и цифры. Угу. Какое-то замешательство сейчас идет. Разноцветные линии, и они как будто бы совет быстро созывают. Я приказываю всем интерферентам рассесться по банкам. На счет 3 они выполнят твой приказ. 1, 2, 3. Я вижу, что появляется какая-то сущность. Эта сущность похожа на какой-то как мутант огромный такой. Я приказываю ему принять форму в соответствии с его ДНК. И я слышу многомерная сущность. Я приказываю этой многомерной сущности, это как я вижу, что это вот этот целый антимир, целый шар. Угу.
слышу также жало, что это смерть как жало. Мгм. Что-то там с смертью не то. Так, это в первой банке эта сущность? Но оно как бы в банку не поместилось. Мгм. Этот шар я вижу, этот шар, это как антивселенная, это трой. Это целая система, организация. Здесь много уровней и много измерений. Вижу цифру 4. И вот эти квадраты, кубы, Ну, понятно. они, да, я отсоединяюсь от этого всего. Отсоединяйтесь. Ага, да, да. Хорошо. Есть еще кто-нибудь в интерферентах? Нет. Хорошо. Пусть Денис покажет на счет 3, когда и при каких обстоятельствах был подписан контракт. 1, 2, 3. На эфирном плане, да? Давай на эфирном плане посмотрим. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я вижу, что в тот момент, когда вот этот Иуда его предает, происходит какое-то изменение в сознании. Так. Какое изменение сознания? Он как-то паник духом, разочарование. И он как-то принял эту ситуацию, он разрешил этой ситуации предательства и этой ситуации и этой машине поглотить его. Он пустил через эту рану, то есть у него вот эта сильная эмоциональная рана была из-за этого предательства. Он как-то внешне это не показывает, но внутри это драма, потому что его чистая душа, как бы нет такого механизма, чтобы это оправдать или это понять. То есть это произошел какой-то как надлом. И в этот момент, именно в этот момент я вижу, как эта матрица четвертого измерения, вот эта, которая направлена на него, она проникает сквозь эту рану в его энергосфере, потому что все-таки он был воплощен как человек. Да. И мне идет, я слышу, он говорит, меня тело предало на самом деле. То есть физическое тело, законы физического мира и третьего измерения, они испорчены. Мгм. Я слышу испорчены. Хорошо. Пусть Денис покажет момент подписания контракта.
Это произошло в момент предательства, хотя этот человек был в другом месте, то я слышу Аарон, по-моему, так. Он сразу это почувствовал, этот энергетический удар, потому что он сразу, он видел все, знал все, что происходит. И фактически он как бы на какую-то минутку, он как будто бы сдался. И в этот момент эти сущности, они получили это было решение его воли. То есть он в этот момент как бы согласился на эту смерть. И я вижу, что в этом колдовском сатанинском мире, в этой матрице, ты здесь, ты слышишь меня? Да, да. Я вижу, что это там уже много-много лет перед этим они формировали это событие. Там какие-то колдуны замешаны. И они как-то, как бы это объяснить, Они знали, что это событие произойдет? они не то что знали, они его готовили, чтобы именно так произошло. Они заколдовали время и пространство. Да. Пусть Денис покажет именно момент подписания контракта, так, чтобы ты увидел, когда он его подписывал. 1, 2, 3. Я вижу, что он находится в какой-то вот этой комнате с друзьями. И в этот момент это произошло. Я вижу, что он как будто бы на подсознательном уровне, он как будто бы его сущность стоит и подписывает контракт на смерть, на жертвоприношение. То есть он согласился. Это фактически он не на смерть согласился, а по факту они это то есть он не соглашался на смерть. Я его спрашиваю, хочу узнать, на что, с чем он согласился. Он согласился, что он проиграл. Он подумал в себе, что он проиграл. А я спрашиваю, почему он так подумал? Почему он так решил? И он говорит, что это большая боль видеть, какие... Он говорит, дети человеческие, сыны человеческие, дети человеческие, насколько они мелочны и глупы. Он также говорит, что они не знают, что они творят. И он показывает, что он говорит, тьма великая покроет Вселенную. Я вижу, как после этого вот это как будто бы прорывается этот шар, который надвигался, он похож на шар с такими как будто бы голографические проекции. Это как цифровая компьютерная программа
что-то такое. То есть это противоестественное, противоположное нашей жизни. И это оно просто прорвалось и накрыло огромные пространства. Да. Хорошо. Спроси у Дениса. Он видел, как был подписан им контракт? Да, Он хочет его расторгнуть? да. Хорошо. Тогда пусть он зайдет за секунду до того, как он подписал этот контракт, и напишет на нем «Расторгаю». Пусть покажет, как он это делает, чтобы ты увидела. Я вижу, что он написал «расторгаю» и отдает вот так вот, как бы этому шару, Мгм. этой антивселенной. И в этот момент я хочу посмотреть, что происходит. Что происходит? Там был какой-то огонь и дым. Вот такой столб дыма шел. И оно все вот так вот сворачивается, как будто бы его какой-то образ ягненка они переносили в жертву в это время. Они приносили в жертву животные. И Иисуса тоже. Они его принесли в жертву. Мгм. Я вижу сатанинский ритуал. Я вижу такая комната, огромная комната, каменная. И там такие, как каменные какие-то ступеньки круговую. И там некоторые люди сидят на этих ступенях. И они такие странные. А посредине они на полу, они положили этот крест на пол. И они этого человека на полу распяли. Мгм. И они какой-то ритуал делают. И они кричат, там пламя появляется какое-то. И они кричат: «Гори в аду, гори в аду, гори в аду». И когда он вот это лежит здесь на полу, это ночью было, то вокруг него появляется, как будто бы материализуется вот так по кругу пламя, языки желтого и красного пламени. И прямо где он лежит,
возникает сущность огромная. Это сущность, это этот инсектоид, эта муха, она появляется вот так здесь, когда они это кричат, и она хватает, как будто бы ест что-то. Она хватает. Они его мучают. Они его мучают. Они его убивают там же, на полу. Я вижу, что они вот эту штуку на голове, Венок? да, они ему так втискивают в голову. И они его прибивают, ноги, руки, но он на полу лежит. И потом они прокалывают ему сердце. И они вырывают сердце. У него рана в груди. Они вырывают это сердце. И они в экстазе, они орут. Это какие-то сатанисты. И они поднимают вот так сердце, с него льется кровь. И эта сущность, она стоит, эта сущность посередине и как будто бы жрет сердце, и оно так чавкает. Я слышу, как оно вот так вот, как оно ест. Потом оно хватает кого-то с этих людей, которые там маленькие стоят. Они все как-то трясутся, у них очень низкие вибрации, они какие-то сумасшедшие. Это Да. просто секта сатанистов. И эта сущность вот так разверзается, этот пол, как будто бы портал. И эта сущность уходит в тот момент, когда душа этого человека, она очень большая, и она уходит к первоисточнику, его не смогли забрать. Но он не свободен. То есть он ушел как бы в пространство светлые, но он оказался связанным. Понятно. Но теперь контракт расторгнут. Пусть Денис прикажет забрать все то, что они на него повесили, венок, все подключки, крючки, зацепки, пусть все прикажет забрать. Ну, оно как-то все само исчезает. Оно просто все исчезло. Хорошо. Как сейчас тело Дениса? Я вижу, что он в этот момент он обернулся лицом и смотрит к первоисточнику. Но у него только лицо светится, а все остальное у него, я слышу, программа. То есть его тело искажено,
его физическое тело и эфирное, оно как будто бы в плену. Я говорю, что он знает и он помнит все, и сейчас он может сгенерировать свою генетическую память, открыть ее, вспомнить все и наполниться энергиями своей светлой чистой души, первозданными чистыми энергиями, и убрать из всех своих пространств все эти программы, паттерны поведений, программы поведений, вот эту всю матрицу, которая держит его физическое тело и эфирное тело в рабстве, что он может, я думаю, что он может на раз, два, три все убрать, что не принадлежит ему и что не соответствует его чистому божественному ДНК. Пусть уберет все блоки, страхи. Пусть он готовится, и на счет 3 он все это сделает. 1, 2, 3. Что ты видишь? Я вижу, что он буквально выдвигает какая-то конструкция. Тоже она такая же, как эта матрица. То есть фактически я вижу, что эта матрица проникла в наше пространство, и я говорю, что он может зайти в тот момент, когда в его физическом теле, в его пространстве подсознания, рациональной части и эфирных тел не было этой матрицы. Я вижу, что он заходит в момент своего зачатия. Я говорю, что он может сейчас отменить все те моменты своей сознательной и бессознательной жизни, когда эта матрица встраивалась в его подсознание, когда она формировалась на основе убеждений, и он силой воли может изменить каждый из этих моментов от в своем этом воплощении или в прошлых воплощениях и освободить все свои пространства от этой чужеродной матрицы четвертого измерения. На счет 3 Денис проделает всю эту работу. 1, 2, 3. Ну, мне приходит, что вот какие-то процессы идут вот так по кругу, и что-то связано со временем тоже. Я говорю, что ему время, как и все другие энергии, подчиняются, и он может изменить каждый момент в его жизни таким образом, чтобы все эти программы и энергии чужеродные, которые ему не принадлежат, которые не соответствуют его высоким вибрациям и его миссии, он может просто убрать, перемодулировать, говорит, перефиксировать. Хорошо. На счет 3 Денис все это сделает. 1, 2, 3. Сейчас я вижу, что произошел
как взрыв. И вот эти, оно вот такие, как квадраты серые, оно все взорвалось, и вот свет, он превратился в один свет. Он превратился в свет, и какие-то еще серые энергии он выталкивает. Я вижу, как он сливается с светом первоисточника. И сейчас я вижу, что он вот так протягивает руки, и свет, и идет свет. А вот эта темная матрица, она вот так закрылась от этого яркого света, потому что свет для нас, для чистых человеков, он теплый, а для них он слишком яркий. Доброта и любовь, они это вынести не могут. Да. Я вижу, как распространяется свет по всем пространствам. И как вот это, потому что вот это образ темной матрицы, вот этого антимира, он был здесь, присутствовал постоянно. Хорошо. Спроси у Дениса. Ему сейчас мешает еще что-нибудь? Пусть покажет. Он говорит, что ему мешает тело. Тело. Ну, вероятно, он имеет в виду, что да, на физическом плане должно пройти какое-то время, чтобы... Хорошо. Тогда давай мы сейчас пройдемся по вопросам. Так, спроси у Дениса, осталось ли у него и что-нибудь негативное от его, как он его назвал, наставника-шамана, женщина-африканка Рейн Квин Мазе. Пусть покажет. Еще одна матка, да? Ну, похоже, похоже. Нет, у него нет, он просто вытолкнул ее из энергосферы. Сейчас или уже раньше? Ну, наверное, раньше, потому что сейчас у него ничего этого нет. Хорошо, давай так. Пусть Денис на счет 3 покажет, есть ли у него какой-то негатив, может что-то осталось от любых практик эзотерических, которые он проходил в своей жизни. 1, 2, 3. Он говорит, нет, я вижу, что он это выбросил, когда все выбрасывал. И он говорит, что так должно было быть. Это его уроки. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Пусть Денис покажет, осталось ли у него что-нибудь от христианства. Эгрегор, может быть, 1, 2, 3. Я вижу, что он снимает, он из своей энергосферы вот вынимает этот образ дьявола и выбрасывает вот в тот антимир.
Так, хорошо. Также пусть он изменит или отменит такое событие, как свое крещение, крещение своих детей, и те события, когда он был крестным детей. Пусть он зайдет в каждый из этих моментов и изменит их. На счет 3 он это сделает. 1, 2, 3. Ну, сейчас у него этого ничего нет, он от этого всего отказался. Еще раньше. Хорошо. Отлично. Отсоединись от этой ситуации. Пусть Денис покажет, остались ли у него какие-то блоки, страхи, может, денежные блоки. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Ну, я говорю ему, чтобы он проверил работу всех своих энергоцентров, выровнял их, привел в соответствие работу всех своих эфирных тел и энергетического тела, привел в соответствие с физическим телом, и чтобы он это все привел в соответствие своему естественному эфирному ДНК. На счет 3 он все это сделает. 1, 2, 3. Вот это такое чувство постоянно, что он как бы это не хочет делать. Потому что он это все сделал, и он даже сейчас ушел. То есть он избавился от всего, что ему мешало. Ну, такое впечатление, что ему так это как бы скучно. Понятно. Хорошо. Хорошо. Тогда займемся тогда его женой и детьми. Пусть он позовет свою жену Елену, передаст информацию о своем освобождении. Ну, он ушел. Не приходит? Я его позвала, он вернулся. Он говорит, ладно, сделай, как вы хотите. Ну, это не Ким, это его рациональная часть попросила. Позвал свою жену? Он позвал свою жену, своих детей и буквально слил на них, говорит, благословение. Золотая, красивая энергия от первоисточника. Они сразу засветились. И энергосферы их начали увеличиваться. Но они очень маленькие по сравнению с ним. По сравнению с ним они где-то ему так до колена не достают. Понятно. Хорошо. Также пусть Денис позовет всех своих родственников, которых он хотел позвать, которых он написал. Он знает, кого он хотел позвать. Пусть он их всех призовет, весь свой род, и передаст им информацию о своем освобождении. Ну, он показывает, что он... Вот я вижу планету Землю, она как будто бы из космоса. Вот и четко видно это
атмосфера, вот какая-то часть, не вся. И он передает информацию, оставляет ее в эфирном пространстве. Хорошо. Так, отсоединись от этой ситуации. Конечно, такой немного земной вопрос, но Денис хочет знать на него ответ. 15 лет назад, живя и работая в Ирландии, он выкупил дом у родни бабушки. Сейчас там живет его брат. Денис хочет вернуться в этот дом, но его брат как бы тоже хочет там остаться. То есть такая ситуация. Он спрашивает, может его подсознание что-то подскажет, как лучше поступить в этой ситуации. Он вот так сделал и ушел. Неинтересно, да? Хорошо, хорошо. Ладно, тогда не будем больше такими земными вопросами его беспокоить. Ушел, да, нет его. Не видишь его, Вика? Хорошо. Тогда, я думаю, мы все для него сделали на этом сеансе. Отсоединись от всех и от всего. Да, он вернулся, Вернулся. светится, улыбается. Хорошо. Тогда спроси у него, мы все для него сделали на этом сеансе? Он говорит, да, Он свободен? да. Хорошо. Тогда мы с ним прощаемся. Мгм. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто? Все хорошо? Ну, как-то по-другому все, я даже не знаю. Говори, что видишь. Как по-другому? Мне почему-то приходит, ну, не знаю, как-то какие-то волны идут. Считай, что это за волны. Вот такие светлые волны, они идут, идут. Откуда они идут? Источник этих волн. Видишь? Они идут как будто бы из какого-то подземелья, что ли, с какого-то пространства скрытого, глубинного. Ну, я так слышу. Глубинное. Оно находится вот как будто бы из сектора колдовства.
И обычно там все черным черно, а сейчас оттуда идут вот эти волны такие. Как будто бы там какие-то процессы происходят. Очищение, что ли. Вика, это разрушается колдовская матрица? Да. Я слышу, что они останутся без силы. Все колдуны останутся без своей силы. По нашему времени, через сколько это произойдет? На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я слышу, что это уже происходит. Уже. Также я слышу тенденции необратимы. Ну, судя по всему, время пришло. Что ты еще видишь? Или что ты хочешь посмотреть? Ну, я не знаю, что это. Мне, вот я вижу землю, я не знаю. А внутри там, как будто бы внутри какие-то взрывы. И как будто бы на таком ярусе. На втором ярусе. Но я не знаю, что это такое, второй ярус. На счет 3 тебе придет информация, что находится на втором ярусе. 1, 2, 3. Мне приходит подземная страна, царство. Как она называется? Это связано, сейчас я вижу этот ритуал жертвоприношения с этим изображением этого Угу. Ваалы, что ли? Какая-то... А? Баал? Ну там вот, да, я слышу Ваал, и изображение так меняется, то есть какой-то, как будто бы истукан, что ли, красный, с открытым огромным ртом, а потом это меняется на звезду Бафомета, и вижу вот эти сатанинские ритуалы. То есть там все рушится, да? Я вижу, что идут удары от первоисточника. Также я слышу, программа закончилась. Какая программа закончилась? Название программы. То ли программирование, то есть программа как матрица. Имеется в виду, я вижу эту матрицу, как я ее обычно вижу. Угу. Она выходит с людей, как только что с Дениса вышла. Она в каждой клеточке нашего организма. Ее нужно изгнать. Нельзя воспринимать себя как как часть этой программы. Ее нужно убрать как чужеродное, не противоестественное, и осознать, что
То есть светлая душа, живая, а матрица это вот, она мертвая, и она разрушает все, и наши тела, наши жизни, разум и душу. Я хочу выходить. Хорошо, Вика. Отсоединись от всех и от всего. Отсоединяйся. Проверяй пространство вокруг себя. Все ли чисто. Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, ты будешь чувствовать себя превосходно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Денис, включайте микрофон. Да, ты было. Алло, алло. Так, Что это Интересно. было? ну вы поняли, кто вы? Да я как бы знал. Да. Спасибо, ребят. Я, ну, чтобы сказать, что у меня просто нет никаких слов. Я старалась, я это все проверяла и перепроверяла, потому что я не могла в это даже поверить. Я что видел. Да. Интересный, интересный получился. Необычный, да, это И- точно. Денис, я думаю, что вот самое впечатлительное, вот эта ложь, когда они сделали с этого человека Иисуса и сказали, что они его где-то там распяли на какой-то горе. Они его, гады, убили просто в каком-то подвале, в каком-то храме. Это жуть. Да. Да. Ну что, тут без комментариев уже. Ну да, как бы даже и сказать нечего. Да, пусть все живут счастливы и любят друг друга. Это Да. главное. Денис, я Спасибо. уже вот эти вот всякие земные вопросики не стал задавать, потому что Не, бесполезно. правильно, я уже, да, я после уже так и думал, что зря их вообще читать. Да. Как самочувствие ваше? Ну как, тело мешает. Ничего не мешает. Пока ваше тело будет спать, ваш дух будет заниматься своими делами. Да. И ему и не обязательно спать. То есть в любой момент ваш дух занимается своими делами. То, что он должен сделать. И он сделал то, что должен был сделать. Самое главное, освободился. Да. А дальше вы уже сами разберетесь, что вам в физической жизни делать. Да, А да. я бы еще порасследовала кое-какие моменты. Да-да-да. Так мы можем и порасследовать. Да, Как? очень. Да, не, я как бы, да, как бы мыслей много было, в какие стороны надо расследовать. Именно вот я и хотел расследовать, там, знаете, вы можете сами там порасследовать. Мне кажется, надо расследовать вот в наших традициях относительно, знаете, вот этого всего похорон, 9 дней, вот эти все обряды, да, и потом посещение могил, как вот это все вообще влияет и куда это. Да, это уже все известно. Уже до нас все. Даже времени на это все жалко тратить. Более Уже всё, да? интересные темы есть. Да. Наверное, Виктория имеет в виду порасследовать что-то с вами. Да, я вот это имею в виду. С этими все понятно, ребятам. Да. Потому что это такой пласт истории, который вот искажен.
Вот эти все религии, да, основаны на вот этом вот каком-то одном событии, да, придуманном. Мне интересно, какое имя у него было. Ну да, я вот когда вам писал, я тоже вопросы задал. Ну вы там говорили Радомир, что-то вы озвучивали. Аарон, Радомир, да, то есть... Ра. Это Аарон, разные имена. Я не знаю, что это означает, конечно. Почему Аарон? Кто такой Аарон? Первосвященник? Не знаю, может, царь какой-то был. Непонятно. Не, Вот это вот само имя знакомое, где-то оно в истории есть. То есть я вот его слышал, да. Я его слышал раньше. Так. Я думаю, мы с вами еще встретимся, порасследуем, да? Посмотрим. Неинтересно уже? Да нет, я как бы... Время покажет. Я не знаю даже. У меня сейчас как-то никаких этих не осталось комментариев. Давайте там поддерживать связь, да. Посмотрим, Хорошо. куда. Надо это всё осознать. Как жизнь сама выведет. Спасибо огромное. Хорошо. Медсестра и медбрат, поклон низкий. Скажите, пожалуйста, вы разрешите этот сеанс опубликовать? Публикуйте, да. Лицо можно оставить открытым? Все можно оставить открыто. Прятаться не надо, надо всем открываться. Отлично. Чем больше мы открываемся, тем больше света вокруг. Спасибо, ребят. Пожалуйста. Да. До До свидания. Больше До ничего не свидания. скажу. Спасибо, счастливо.